Добрый день. Москва, Солнцево, СНТ инструментальщик, камин с угловой топкой. Значит, камин выполнен в стиле хай-тек. Прямые линии, никакого декора, никаких узоров. Сложен из кирово-чепецкого красного кирпича, только это кирпич выбраковка, где-то микросколы, трещины, вот, например, вот здесь вот сколы, микротрещины, но в 2 раза дешевле. Значит, топка из шамотного, боровичевского, окрашенного, цвет терракот. Значит, как я уже сказал, стиль хай-тек. Архитекторами было запланировано вот эти вот дровницы. Вот эти дровницы сплошные были по проекту, одна сплошная дровница по проекту была. Вот здесь была одна сплошная дровница. Заказчики решили усовершенствовать, усложнить конструкцию. В результате получилась здесь вот такая, скажем так, полноценная дровница. Здесь, наверное, помки. Скорее помки, чем дровница. Здесь. Так, здесь у нас, вот смотрите, вот у нас топка. А вот дровница. Всего лишь 25 сантиметров. Дрова будут лежать в непосредственной близости от топки. Но поскольку здесь не просто стена, а здесь сэндвич. С этой стороны шамотная целый, а здесь вот красный кирпич, я его спиливал и в середину закладывал теплоизолятор. Так что дрова будут лежать безопасно. Так, далее по конструктиву. Значит, этот камин расположен в подвальном этаже. Полноценный подвальный этаж, высота потолков будет 2,70. Вот это такой большой зал, такой будущий большой зал. Вот тут вот проход, там еще один зал. Вот здесь вот за пленкой парная, душевая, небольшой бассейн. Вот, а это камин, значит, это подвальный этаж. Над этим камином на 1-м этаже еще один камин. И с спиной к спине к этому камину с уличной стороны мангал. То есть в результате получается комплекс из 2 каминов и 1 мангала. Значит, далее по конструктиву. Здесь у нас приточная вентиляция. Уровень пола поднимется, примерно под эту вентиляцию примерно он и поднимется. Приточная вентиляция, тут идет разводка. Значит, с этой стороны и с этой стороны. Одну из этих вентиляций можно будет заложить кирпичом, если дизайнеру, точнее заказчики, тут сами хорошие дизайнеры, не понравится где-то одна из них, можно оставить и 2. Значит, вентиляция приходит из-под мангала, из дровницы мангала приходит вентиляция с улицы на уровне 1-го этажа. Вот вентиляционное отверстие, проем где-то вот в этом месте. Далее я его отвел горизонтальным дымоходом в бок, далее отвел в угол, и он по углу опускается вниз. Вентиляционный канал, и здесь идет разводка, выход в эту сторону, второй выход в эту сторону.
Значит, далее топка. Топка угловая. Топка угловая. Каминов таких с угловыми топками и открытым порталом делается немного. Сейчас огромное количество металлических топок угловых, застекленных. Но вот так, чтобы с открытым порталом, это пока еще редкость. Значит, здесь шамотный кирпич, боровичевский, ша-8, окрашенный цвет терракот. Далее у нас почти полноценный каминный зуб, английский, классический, почти. Но начинается он не, как обычно, ниже уровня перекрытия, а в данном случае от уровня перекрытия начинается, потому что стенки каминной топки будут облицованы чугунными плитами. Есть такая фирма, которая занимается облицовкой каминных топок чугунным литьем. И говорят, даже могут сделать любой рисунок по желанию заказчика, отлить. Значит, здесь вот она, такая вот топка высокая. В принципе, можно топить и так, тяга будет хорошая. Увеличили проемы дымоходов, сечение дымоходов увеличили. А вообще планируется вместе с чугунными плитами облицовочными, литьем, внизу планируется зольник, который делается тем же изготовителем. Высота этого зольника будет 15 сантиметров, ну, примерно вот так вот будет примерно. И таким образом высота каминной топки приблизится к стандартным размерам, к золотому сечению. Значит, что касаемо самого конструктива, вот этот вот угол, парящий угол, а там вот еще вверху парящий угол. Значит, мы тут информации в интернете практически нет, как все это делается. Видимо, не так часто это делается. Мы с прорабом подумали и решили делать по принципу, как он делал лестницу на 3-й этаж с парящими ступенями. Значит, заложили, замуровали, врезали в стену, бетонную стену швеллер 140-й с одной стороны, с другой стороны швеллер 140-й. И к этому швеллеру уже крепили уголок. Вот у нас вот лежит уголок сотка 100-миллиметровый, 100 на 100. С этой стороны, видно, не очень хорошо видно. Там вот вверху, наверное, тоже не очень хорошо видно. Ну, в общем, уголок здесь сотка 100 на 100. И все это сварено, приварено. Все это надежно, все будет держаться. Ничего не рухнет, не обвалится. Да, забыл сказать, что тело камина, это сделано под дальнейшую отделку, будет отделано натуральным камнем. Ну, как я уже сказал, в стиле хай-тек, без узоров, без декоров. Такие строгие прямые линии. Значит, здесь у нас задвижки. Задвижки поворотные, ЗВП-2, 260 на 260 миллиметров, 2 штуки. Одна и вторая. Значит, поскольку сечение дымоходов мы увеличили от проектных, для того, чтобы уже все работало безупречно, чтобы ни дыминки не попало в помещение, поэтому поставили 2 задвижки
с запасом. С запасом. Ну, я люблю все делать с запасом. Если будет лишняя тяга, можно задвижку закрыть, одну и вторую прикрыть. Но лучше пусть будет с запасом. Так, ну вот такой камин. Так, сейчас быстренько поднимусь наверх, покажу, откуда приходит приточная вентиляция. Значит, поднимаемся наверх. Так, вот первый этаж. Вот камин первого этажа, который стоит строго над камином подвального этажа. Вот это вот выход на веранду. Вот здесь. Так, вот он мангал. Будущий, еще не доделанный. И здесь вот в дровнице мангала вентиляционные проемы. Вот этот вот проем это для цокольного, для подвального этажа, а этот проем для первого этажа. Вот забор воздуха будет идти из-под дровницы мангала. Ну, на первом этаже сам мангал и камин. Ну, камин, в общем-то, похож на камин подвального этажа. Но сниму чуть позже, когда закончим работу.